Привет-привет, друзья! Давно не виделись. Оценки выставлены, финальные уроки проведены, экзамены сданы, билеты в Россию куплены. И я приветствую вас в финальном видео перед моим длинным отпуском. В этом видео я хотела бы ответить на ваши вопросы, которые вы задавали мне в комментариях под видео, в комментариях под видео в Инстаграме, в ответ на мои сторис в Инстаграме и просто на вопросы, которые я получала там в директе, например, или от своих студентов. Ну и в целом я хотела бы подвести немножко итоги, поговорить с вами, пожелать вам хорошего лета и так далее. Ну что же, беру телефон, где у меня записаны все ваши вопросики. Недавно я опубликовала короткое видео, где озвучила такую общую проблему. Понимать на русском языке гораздо проще, чем говорить на русском. Говорить сложно не только потому, что этот процесс сам по себе сложный, но еще и потому, что сложно найти человека, который будет терпеть твои ошибки, терпеть твои попытки, ждать, пока ты там медленно подберешь слово. Здесь я вот что скажу. С одной стороны, я вас очень хорошо понимаю, я понимаю вашу боль. Вот я живу в стране изучаемого языка, в Венгрии, но, тем не менее, очень немногие носители венгерского языка готовы ждать, терпеть. Очень многим носителям не хватает терпения. Это действительно так. И многие носители никогда не сталкивались со студентами, которые изучают их язык. Но, друзья, давайте с вами договоримся. Это нормальная ситуация. Носители языка, которые сами не изучают иностранные языки, а таких много, да, таких, в принципе, большинство, они не должны терпеть, там что-то понимать, там делать усилия. Они просто не в курсе, они не знают, как происходит этот процесс. Но найти человека, который будет терпеливо слушать вас, можно. И на самом деле не очень сложно. И, в принципе, учитель, преподаватель иностранного языка — это и есть тот человек, который будет терпеливо ждать, пока вы скажете то, что вы хотите сказать. В учителя обычно идут те люди, которым даже не приходится терпеть. Да, они не делают над собой... Ну ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Мне не тяжело слушать студента, который долго формулирует свою мысль. Мне это не тяжело. Так что не отчаивайтесь, не опускайте руки, просто поищите немножко, и вы найдете, я уверена, вы найдете человека, с которым вам будет приятно общаться, и при этом этот человек будет знать, через какое испытание вы проходите, и подождет, пока вы сформулируете мысль. Что-то я очень долго отвечаю на вопрос. Давайте немножко побыстрее, может быть, сделаю это, да? Может быть, немножечко побыстрее. Why is it an O if it's actually an A? Почему мы пишем О, хотя на самом деле мы произносим А? Я на эту тему, кстати, снимала видео. Почему письменный русский язык так сильно отличается от устного русского языка. Вот, прокомментирую только конкретно этот случай. О-а. Там, по-моему, было слово «пока». Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, это был комментарий под видео о слове «пока». Дело в том, что в русском языке ясно и четко произносится только тот гласный звук, который стоит в ударной позиции, под ударением. Все гласные звуки, которые стоят в безударной позиции, меняются. Они становятся короче,
Они не такие ясные и четкие, не такие артикулированные, а некоторые из них настолько меняют артикуляцию, что превращаются вообще в другой звук. Например, ОА. Так вот, если буква О стоит в позиции первой перед ударным слогом, то мы произносим ненапряженный звук А. Пока, пока, пока. Вот. Ненапряженный, да, мы не говорим пока. Если буква О стоит в позиции после ударного слога или вообще далеко от ударения, то этот звук превращается вообще в такой шва. Вот. Следующий комментарий. Hi, Maria. Came across these three interesting and difficult to pronounce words. Итак, поехали. Впечатляющий. Впечатляющий. Во-первых, посмотрим, куда падает ударение. Ударение падает на звук А. Ля. Впечатляющий. Впечатляющий. Слог. Первый слог до ударения, точнее, первый гласный звук до ударения, это, по идее, А. Но это буква, да, это то, что мы видим. Дело в том, что если эта буква идет после Ч и находится в безударной позиции, то мы там произносим звук И. Впечатляющий, впечатляющий. Буква Е читается даже не как И, а как такое очень короткое и неясное впечатляющий. Давайте теперь пойдем по согласным здесь. В, П идут вместе, но смотрите, что тут происходит. В вибрация есть, это звонкий звук. Вибрации нет, это глухой звук. Они идут вместе. Второй звук будет влиять на первый, то есть глухой П влияет на звонкий В. И что происходит? Звонкий В меняется на глухую пару. Мы произносим не В, а впечатляющий, впечатляющий, впечатляющий. Да, ну и, конечно, будет сложно здесь произносить мягкий Ч, мягкий Щ, да, но про эти звуки я уже снимала отдельные видео, пожалуйста, смотрите их. Другие два слова давайте я просто произнесу, не буду их так подробно разбирать. Впечатлительный, 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 впечатлен, впечатлен, впечатлен. Следующий вопрос. Rolling letters. Я не буду давать совет, как же нам протянуть согласные звуки русского языка. Наоборот, я вам скажу, не нужно их протягивать. Особенно это касается звука Р. Иностранцы, изучающие русский язык, особенно те, у кого в родном языке нету звука Р, думают, что настоящий, истинный звук Р звучит как Р. И если я не умею этого делать, я не умею протягивать как бы этот звук, да, повторять его, то я не умею его произносить. На самом деле это не так. И носители языка не говорят «роман». Мы так не говорим. В своих видео про звук «р» я уже говорила, что там есть трель, в этом звуке есть вибрация, да, вот это язык несколько раз стучит по альвеолам. Но чтобы произнести правильно этот звук, достаточно 2 ударов. Возможно, здесь речь идет о том, что говорящий, да, или вот человек, который написал этот комментарий, не чувствует, что его язык достаточно сильный,
чтобы произносить какие-то звуки русского языка. И это очень может быть. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что, когда вы говорите на вашем родном языке, вы используете определенные мышцы, ну или используете их определенным образом. Чтобы говорить на русском языке, мышцы должны работать по-другому. И как и в любом спорте, да, мышцы нужно тренировать, чтобы они работали по-другому. Я вам рекомендую делать артикуляционную гимнастику. И у меня даже есть очень длинное видео, где я показываю эту гимнастику. И еще советую вам делать массаж языка, чтобы разогревать мышцы, чтобы чувствовать эти мышцы. И, кстати, чтобы произносить русский звук «ра», тоже необходимо накачать язык. Те, кто произносит вместо переднеязычного «ра» вот этот «ра», французский, немецкий «ра», вам обязательно нужно делать массаж языка и обязательно нужно делать гимнастику для языка. И даже те русские люди, которые картавят, не проговаривают русский звук «р», это та же самая проблема. Задняя спинка языка, она сильная, а кончик языка не работает. Дочь моего польского друга, говорящая по-русски, была шокирована тем, что я использовал редукцию гласных. Многие учащиеся не используют эту редукцию. Да, вот снова комментарий про редукцию. Действительно. Многие и на высоких уровнях, кстати, тоже не используют редукцию гласных. Это правда. А комплименты насчет произношения получать, действительно приятно. Вот, действительно приятно. Я сама тот человек, который получает комплименты о произношении. Это очень приятно. Мы недавно, кстати, обсуждали эту тему с одним моим знакомым, у которого прекрасное произношение на русском языке. И он тоже делился опытом, что когда он начинает говорить на русском языке, все говорят ему: да ты что, у тебя не Б уровень, у тебя уже С уровень. То есть произношение, оно создает впечатление о вашем знании языка в целом. Это правда. Но тут уже хорошо это или плохо, это другой вопрос. Так, да. Мы подошли к неприятной части, к неприятным комментариям. Вот регулярно я получаю комментарии типа: количество иностранцев, которым нужно понимать русский язык, стремительно уменьшается с каждым годом. Русский язык становится все менее популярным для иностранцев. Да, вот мне хотелось бы сказать пару слов этим людям, если вы меня смотрите. Во-первых, я не знаю, почему YouTube продолжает рекомендовать мои видео вам, носителям русского языка. Могу предположить, что это происходит потому, что вы досматриваете мои видео до конца и комментируете их. Оставляете иногда очень неприятные комментарии. Возможно, поэтому. Вот. Во-вторых, комментарий насчет того, что русский язык становится все менее популярным, а также комментарии типа «Зачем вы преподаете русский язык?», «Кому это надо?» и так далее. Друзья, я уже 3 года веду канал, и я столкнулась с тем, что люди живут в пузыре. Думать, что русский язык никому не нужен, это тоже пузырь. Причем особенность этого пузыря, точнее людей, которые живут в этом пузыре, заключается в том, что люди на 100% уверены в своей правоте. И они считают себя вправе писать вот такие комментарии, которые портят мне настроение. И тут, может быть, кто-нибудь возразит и скажет: Маша, это же онлайн-пространство, это интернет, свобода слова, каждый выражает себя так, как он хочет. Да? Если человек считает себя
вправе, считает, что это его свобода писать всякие гадости в комментариях, то я оставляю за собой право и свободу блокировать всех этих людей, всех авторов, всех неприятных комментариев. Очень часто получаю такие комментарии именно от носителей языка. Очень часто, действительно. Но давайте не будем фокусироваться на негативе. Не так давно я получила прямо серию очень приятных комментариев от носителей русского языка. Хочу поделиться с вами одним из комментариев, потому что в нем содержится и вопрос. И, возможно, вы сможете ответить на этот вопрос и помочь этому человеку, автору этого прекрасного комментария. Топовая подача, супер понятная. Думаю, даже для тех, кто только начинает изучать язык. Спасибо, спасибо большое. Я носитель русского языка, знаю я армянский, но хотелось бы продвинуться хотя бы на шаг в изучении английского. Пытался смотреть фильмы и сериалы на английском, что чаще всего превращалось в беспомощные попытки выцепить узнаваемые слова среди каши звуков английских букв. Все без толку. Вот как же это жизненно, как же это действительно жизненно. Можешь порекомендовать подход, потому что твой подход в обучении русскому что-то потрясающее. Спасибо. Или блогера, кто также доходчиво будет объяснять, как в медийке, так и на своих курсах или в боте, как у тебя. Под ботом, наверное, подразумевается Russian Shadowing Chat. Это не бот, кстати. Я там лично слушаю ваши записи и лично даю комментарий. Это не бот, друзья. Вот. Но все равно очень приятно. Буду благодарен, если сможешь помочь. В общем, друзья, я этому человеку порекомендовала Rachel's English, такой большой, крупный канал про американское произношение, но если у вас есть свои идеи, пожалуйста, напишите в комментариях, хорошо? Давайте поможем человеку в изучении английского языка. Насчет каши звуков, кстати, скоро планирую снять разбор отрывка из передачи и отрывка из сериала. Вот. Но эти разборы выйдут у меня на Патреоне и Бусти. Это будет не в общем доступе. Я уже выкладывала такие разборы, снимала такие разборы сериала «Кухня» и диалог из фильма «Брат 2». Я планирую снимать такие разборы. В ближайшее время у меня запланировано 2 таких разбора, но я планирую выложить их на Патреоне и Бусти. Это вот такой будет мой подарок моим спонсорам и патронам, людям, которые меня поддерживают. Вот. Кстати, недавно я опубликовала расписание контента на ближайшие месяц-полтора. Этим летом я хотела бы публиковать больше контента для патронов и спонсоров. Так что, если вы хотите получать больше, смотреть, слушать больше контента от меня этим летом, присоединяйтесь к нам. Давайте я вам коротко расскажу, что там у меня есть на Патреоне, на Бусти. Если вы покупаете первый уровень подписки, а это $1 в месяц, то вы попадаете в закрытый чат, канал в Телеграме. Сейчас я там совершенно нерегулярно, без какой-то схемы, публикую цитаты из книг, которые меня заинтересовали, цитаты, которые мне показались интересными, какие-то свои мысли, соображения. Планирую туда публиковать больше фото из России, когда вот поеду в Россию. Может быть, буду публиковать какие-то голосовые сообщения, какие-то маленькие истории и зарисовки. Ну, в общем, это такой читательский дневник, дневник мыслей, где можно почитать, может быть, будет можно послушать и прокомментировать, самое главное, да, то есть попрактиковаться. Если вы покупаете подписку
второго уровня, это уже $5 в месяц, то вам доступны дополнительные видео. Уже на Патреоне много достаточно дополнительных видео, уже были опубликованы. Сейчас где-то 1-2 раза в месяц я публикую разборы отдельных слов. В следующем месяце я планирую опубликовать там разбор диалога из фильма, не из фильма, извините, из шоу, российского шоу. Я буду там разбирать кое-что. Там же на Патреоне я планирую ввести новый формат. Это Russian Breakfast Podcast. Не знаю пока, что из этого получится, но идея у меня такая. Я буду пить чай, кофе, действительно завтракать и разговаривать с вами. Причем обсуждать я планирую такие более личные темы. Мой опыт, мои случаи из жизни, из практики, мои трудности в изучении венгерского языка, какие-то странные, неловкие, глупые ситуации, в которые я попадала, мое мнение о чем-то и так далее. Хочу попробовать это на Патреоне этим летом. Такой вот формат. Посмотрим, как вам понравится. Если вы приобретаете подписку 3-го уровня, это уже $10 в месяц, то вы попадаете еще и в Russian Shadowing Chat. О нем, я думаю, вы уже слышали, но если вдруг не слышали, повторю, это такой чат в Телеграме, где каждую неделю я публикую фразу на русском языке. Вы ее повторяете, понимаете, shadowing происходит, а потом я даю каждому индивидуальный комментарий. Что было хорошо, над чем можно еще поработать и как это можно сделать. Этим летом еще хотелось бы устроить встречу с моими шадоверами. Уже однажды мы встречались, знакомились, обсуждали проблемы изучения русского языка, жаловались друг другу на русский язык. И хочется этим летом повторить. Хочется снова встретиться. И, наконец, если вы приобретаете следующий уровень подписки, $30 в месяц, то вы попадаете в группу. Пока эта группа только А2. Каждый месяц, обязательно каждый месяц мы встречаемся и в группе тренируем один конкретный элемент произношения, один конкретный звук, например, одну какую-то конкретную трудность в русском произношении. Подписывайтесь, присоединяйтесь, я буду вам очень-очень рада. После того, как я опубликовала расписание на лето, поступил вопрос. Russian Breakfast – это крутая идея. Почему вы не хотите делиться своим личным опытом со всеми? Я думаю, всем будет интересно. То есть, почему я не хочу ввести формат Russian Breakfast здесь, на YouTube, да, сделать его открытым, всем будет интересно. Друзья, ответ очень прост. Я понимаю, что личные истории цепляют зрителей гораздо больше, чем просто уроки, профессиональное ведение канала. И я понимаю, что я могла бы, наверное, набрать больше просмотров личным своим. Но пока я не готова делиться своим личным, даже мыслями, да, даже своим опытом, своими историями из жизни со всеми. Я смотрю на комментарии, которые я получаю на канале и в Инстаграме, и я понимаю, что меня смотрят очень разные люди. Очень разные люди. Конечно, моя аудитория — это лучшие люди на Ютубе и в Инстаграме. Это просто бриллианты. Я не устаю это повторять. Действительно, ко мне приходят уникальнейшие, мои замечательные люди. Но вместе с ними меня смотрят те,
кому в реальной жизни я бы не хотела рассказывать ничего. Я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Я не хочу, чтобы, на данный момент я не готова к тому, чтобы вот эти люди, которые оставляют вот те самые вонючие комментарии, слушали что-то о моей жизни, о моем опыте, о моих впечатлениях, о моих мыслях, еще и комментировали это. Я не хочу. Вот. Поэтому личное, такое вот душевное, скорее будет в закрытом сообществе. Потому что я знаю, что те люди, которые поддерживают меня на Патреоне, на Бусте, сейчас, кстати, появилась возможность поддерживать меня прямо здесь, на Ютубе. Вот, это новая возможность. Пока еще никто ей не воспользовался, но вы можете быть первым человеком, который попробует эту функцию здесь. Ну, в общем, я знаю, что те люди, которые меня поддерживают, это те люди, которым я нравлюсь. Вот. И я бы хотела делиться своей внутрянкой только с теми людьми, которым я нравлюсь. Вот такая логика, очень простая, по-моему. Логика. Так, давайте поехали дальше. У нас еще столько вопросов с вами. Было 3 вопроса, которые я бы хотела объединить в одну группу. Первый вопрос. Почему в курсах русского языка никогда не говорят о фонетике? Она такая важная. Второй вопрос. Вы даете уроки только по фонетике? И третий вопрос. Почему вы говорите только о фонетике? Жду, когда вы будете говорить о грамматике и обо всем русском языке. Я даю уроки не только по фонетике. В университете, например, я преподаю деловой русский язык, общий русский язык с нуля, русский язык для продвинутого уровня, межкультурную коммуникацию на русском языке, этикет и протокол. С индивидуальными студентами я занимаюсь, фонетикой, да, но с некоторыми у меня разговорные уроки русского языка. Есть студент, с которым мы переводим Достоевского на английский язык. Есть студент, с которым мы идем, в принципе, по общему русскому языку, такой общий курс русского языка, но мы делаем акцент на фонетике. В общем, я преподаю не только фонетику, но на канале действительно я выбрала специализироваться именно на фонетике. Почему? И буду ли я обсуждать что-то другое? Буду. На самом деле мне интересно все, и я бы хотела обсуждать не только фонетику. Летом, в июле, по-моему, я уже не помню число, когда я запланировала это, но будет урок онлайн, в прямом эфире, здесь на Ютубе, доступный для всех, не нужно никуда регистрироваться. Будет урок в прямом эфире по русскому языку, и там будет не только фонетика. Я планирую его сделать таким коммуникативным, так сказать. Так что обязательно приходите. Очень советую быть онлайн, и буду вам очень рада. Посмотрите, пожалуйста, в расписании и отметьте себе этот день в календаре, не пропустите этот день. Вот, в общем, я планирую, да, и я потихоньку расширяю тематику, да, но мне интересно действительно говорить о фонетике. Почему мне это интересно? Почему? Объясню вам свою мотивацию, да, почему мне фонетика интересна. Когда-то я попробовала вести фонетику для американцев, для американских студентов. Для них это было в первый раз, и для меня это было в первый раз. И это было так весело, это было так зажигательно, это было так полезно. Они услышали результат, они поверили в себя, они раскрепостились, и они вообще по-другому посмотрели на русский язык. И в тот момент я поняла, что я хочу этим заниматься.
Не каждому преподавателю это подходит. Почему? Во-первых, не каждый преподаватель разбирается действительно в произношении, да, это тоже нужно иметь в виду. И не каждый преподаватель должен знать четко, как работать с акцентом, как работать с произношением. Это нормально. Второй момент, и мне кажется, это основная причина. Преподаватели, как и многие студенты, хотят быстрого результата. И у многих преподавателей просто не хватает терпения, чтобы до этого результата дойти. Многие преподаватели не готовы быть коучем, тренером. Они хотят объяснить материал и получить результат. И все. Занятие фонетикой – это требует терпения. Это маленькие шаги в большом количестве. Много маленьких шагов. И в занятиях фонетикой очень нормальная ситуация, очень частая ситуация, когда учитель говорит что-то, просит повторить, студент повторяет неправильно. Учитель объясняет, как это сделать, а у студента не получается с первого раза. И нужно несколько раз пройти через вот это сопротивление, через вот это «у меня не получается», несколько раз это преодолеть, прежде чем вы увидите результат. Не каждый преподаватель на это согласен, и не каждый получает от этого вообще удовольствие. Я кайфую от этого процесса. Я не знаю почему, но не только в фонетике, во многих сферах жизни меня привлекают процессы, которые требуют много маленьких шажков. Меня завораживают вот эти процессы, когда нужно оттачивать свое мастерство, когда не получается легко, когда не получается с первого раза, когда не у всех получается, а у меня получается. Мне это нравится, и я хочу дарить это ощущение своим студентам. Хочу поделиться этим комментарием, потому что я его получила 3 раза под разными видео. Привет, я из Турции и изучаю русский язык, но пока не могу говорить на русском. Я ищу себе подругу. Друзья, если вы вдруг ищете себе подругу или друга, не знаю, кто писал, из Турции, да, пожалуйста, ответьте на этот комментарий. Хорошо? Давайте поможем друг другу изучать языки. Следующий вопрос неожиданный. Играет ли Россия в крикет? Друзья, чтобы ответить на этот вопрос, я даже погуглила. Мне пришлось погуглить. Россия играет в крикет. И даже есть сборная России по крикету. Но действительно этот вид спорта, да, это же вид спорта, этот вид спорта не так популярен в России. Когда можно будет смотреть твой курс на Курсере? Как приятно, что меня спросили об этом. Вы, наверное, помните, еще год назад или даже 1,5 года назад начался процесс по Курсере. Курсера подписала контракт с университетом, в котором я работаю, и мне предложили снимать курс для платформы Курсера. Курс по русской фонетике. Представляете? И потом этот процесс развивался, я писала этот курс, очень долго писала, потом процесс остановился, и я думала, что все, не будет никакого курса. Но вот где-то месяц-два назад процесс снова возобновился, и курс уже снят, представляете? Было несколько съемочных дней, я сняла курс. Мой курс по русской фонетике. Недавно на днях отправила презентации к каждому уроку. Ну, осталось всего ничего, знаете, там смонтировать эти видео, упражнения подобрать хорошенечко к каждому уроку, загрузить это все на платформу, отсмотреть этот курс, переснять те места, которые нужно будет переснять, знаете, по мелочи.
В общем, спасибо за интерес, правда, спасибо большое, и я вижу, что многие болеют за меня искренне, хотят, чтобы у меня получилось снять этот курс на Курсеру. Это приятно очень. Этот курс, я думаю, будет готов осенью, вот, примерно. И, честно говоря, я не могу обещать вам, что вы можете его посмотреть. Дело в том, что Курсера подписала контракт с университетом, и может быть такое, что все курсы, снятые от университета, будут доступны только в этом университете. Такое может быть. Плюс к этому, после начала войны Курсера удалила все курсы по русскому языку. Поэтому я очень сомневаюсь, что Курсера, увидев меня, увидев мой прекрасный американский акцент, а я этот курс сняла на английском языке, кстати, да, я очень сомневаюсь, что Курсера оттает и скажет: ну вот тут мы должны сделать исключение. Вот этот курс мы покажем всему миру. Сомневаюсь, что так будет, но посмотрим, хорошо? Не расстраиваемся. Я буду держать вас в курсе о своем курсе. Поняли игру слов, да? Что делать, если я занимаюсь русским 3 года, но не вижу результата? Во-первых, я вам советую спросить себя, где именно вы ждете результат, в чем именно вы ждете результат. Например, если вы хотели бы понимать носителей языка, ну или так, смотреть фильмы на русском языке и полностью их понимать. Но что вы сейчас делаете? Вы занимаетесь по учебнику, и вы делаете грамматические упражнения, раскрываете скобочки, например. В этом случае вы должны понимать, что вы ждете результата в одной сфере, но тренируете совсем другой навык. Результат будет там, куда вы направляете свое внимание. Вы натренируете тот навык, который вы тренируете. Вот, кстати, недавно в нашем shadowing-чате была такая интересная ситуация, ну или как, был такой интересный вопрос. Один участник выразил желание разбирать песни, русские песни, да, с фонетической точки зрения. Вот, а другой участник поделился опытом и сказал, что он пытался изучать английский язык по песням, и в итоге он хорошо поет английские песни, но говорить не может совершенно. Это очень, кстати, яркий, показательный такой пример. This particular example, you should not try to speak. Я бы хотела сказать, что я очень рада, что вы озвучиваете, что вы читаете книги на русском языке, озвучиваете книги. Но дело в том, что я на своем канале стараюсь показывать иностранцам живой русский язык. Именно тот русский язык, который можно услышать не в книге, а на улицах, в сериалах, в фильмах, в шоу, чтобы можно было понимать носителей языка и понимать контент на русском языке. Ну что, осталось мне это все смонтировать, написать субтитры, сделать перевод субтитров, обложечку сделать, подпись, так сказать, выложить это везде, и все. И я буду уже со спокойной душой отдыхать, наслаждаться своим отпуском. Рада, что вы провели это время вместе со мной. Пишите, не стесняйтесь задавать мне ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Может быть, я кого-то напугала своей категоричностью насчет хейта, но мне кажется, это можно понять по-человечески, да, что мне неприятно. Критику можно писать, да, вот комментарий маленький. Можно писать критику, можно, да, но критику можно писать по-разному. Правда ведь? Ну ладно, друзья, я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Хорошего лета. Пишите, звоните. Вот, давайте оставаться на связи. И пока-пока.
you.